Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом нежного и сочного шоколадного торта с вишневой прослойкой. Торт готовится без духовки, просто и легко на сковороде. При этом получается большим, высоким, красивым и, самое главное, очень вкусным. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 21 см, высотой 8,5 см и весом 2,5 кг. Давайте приготовим. Начнем приготовление с вишневого конфи и пропитки, так как им надо время, чтобы остыть. К 260 граммам вишни без косточек добавляем 100 граммов или миллилитров воды и 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Ставим вариться на плиту. У меня замороженная вишня, я ее заранее не размораживаю. При желании можно использовать свежую вишню. Добавляем 1/3 чайной ложки корицы. Если корицу не любите, то ее можно не добавлять. При желании вместо корицы можно добавить 1-2 столовые ложки коньяка или бренди. Периодически помешивая, доводим массу до кипения. Делаем огонь минимальным, провариваем в течение 15-20 секунд и снимаем с огня. Даем настояться 10-15 минут и процеживая отливаем 120 граммов или миллилитров сиропа. Этот сироп мы будем использовать для пропитки коржей. Оставляем его остывать до комнатной температуры. Оставшуюся в сотейнике вишню сироп пюрируем блендером. К 60 граммам или миллилитрам воды добавляем 20 граммов или 1 столовую ложку картофельного крахмала. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем разведенный в воде крахмал в вишневое пюре и постоянно перемешивая на умеренном огне доводим массу до закипания и загустения. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и на маленьком огне провариваем массу в течение 30-40 секунд. Снимаем с огня, перекладываем в чашу, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Пока все остывает, приготовим шоколадные коржи. В чашу просеем 180 граммов или 9 столовых ложек без верха пшеничной муки, 45 граммов или 4,5 столовые ложки без верха какао. Добавляем 140 граммов или 7 столовых ложек без верха сахара, четверть чайной ложки соли, 8 граммов или 1 чайную ложку соды. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 225 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 90 граммов или 9 столовых ложек растительного масла, 3 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 14 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния, реакция уксуса должна полностью прекратиться. При желании 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Выпекаем коржи на заранее разогретой сковороде. Я ставлю разогреваться сковороду на маленький огонь заранее, когда начинаю замешивать тесто. Сковорода должна быть очень хорошо разогрета, но не должна гореть. Делим тесто на 3 равные части. Смазываем сковороду небольшим количеством растительного масла. Выливаем 1/3 часть теста на сковороду. Размер моей сковороды по дну 22 см. Накрываем крышкой и выпекаем на маленьком огне 8-10 минут, в зависимости от вашей сковороды и нагрева вашей плиты. Если собирается конденсат на крышке, его убираем сухой тряпочкой. Готовность коржа можно проверить пальчиком. Он должен быть сухим, без остатков мокрого теста. Также можно проверить деревянной палочкой, она должна выходить сухой. Перекладываем корж на решетку и оставляем остывать. И таким же образом выпекаем еще 2 коржа. Даем коржам остыть до комнатной температуры, остывают они очень быстро. Пока второй корж выпекается, первый уже остыл. Остывшие коржи, они у меня диаметром 22 см, я обрезаю по форме диаметром 21 см. Обрезанные кусочки бисквита оставляем, мы их позже измельчим в крошку и обсыпем крошкой бока торта. Коржи равномерно пропитываем всей пропиткой. Перекладываем корж на тарелку. Устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Оставляем на столе и приготовим крем. Для крема я использую творог, который готовлю из кефира.
Он без крупинок и имеет мягкую пастообразную консистенцию. Ссылку на рецепт, как приготовить творог из кефира, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Вы можете использовать любой мягкий пастообразный творог, который вы любите. При желании творог в данном рецепте можно заменить сливочным сыром. К 700 граммам творога добавляем 140 граммов или 7 столовых ложек безверха сахарной пудры и 350 граммов или миллилитров сливок жирностью 30-35%. Хорошо взобьем все миксером до однородного и воздушного состояния. Крем получается нежным и в то же время достаточно плотным. В охлажденном виде хорошо держит форму. Сразу отложим 1 полную столовую ложку крема, этим кремом в конце украсим торт сверху, а пока убираем его в холодильник. Также для украшения торта сверху отложим 1 чайную ложку вишневого конфи. Оставшийся конфит делим пополам и сформируем торт. Крем делим визуально на 3 части. 1/3 части крема покрываем нижний корж. Сначала выкладываем часть крема и равномерно его разравниваем. Потом делаем из крема бортики. Между бортиками выкладываем 1/2 часть вишневого конфи. У меня осталась часть крема, и я его равномерно выкладываю сверху. Если крема не осталось, то ничего страшного, можно сразу накрывать 2-м коржом. Корж слегка придавливаем. И далее повторяем слои. Покрываем корж небольшим количеством крема. Делаем кремом бортики. И между бортиками выкладываем оставшееся вишневое конфи. Равномерно распределяем крем, если он остался. И накрываем 3-м коржом. Корж слегка придавливаем. На корж равномерно выкладываем оставшуюся 1/3 часть крема. Убираем торт в холодильник на 5-6 часов, чтобы он пропитался и стабилизировался. При желании можно убрать торт в холодильник на ночь. Приготовим шоколадную глазурь. 100 граммов или миллилитров сливок жирностью 30-35% и 100 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Разогреем до горячего состояния в микроволновой печи или на водяной бане. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Глазурь готова, зальем глазурью охлажденный торт и равномерно ее распределим. Я выливаю на торт сверху 150 граммов или 3/4 глазури от общего объема. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник, чтобы глазурь застыла примерно на 20-30 минут. Оставшиеся 50 граммов глазури или 1/4 от общего объема собираем и оставляем на столе. Этой глазурью мы обмажем бока торта. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от формы ацетатной пленки. Обмазываем бока торта оставшейся глазурью. Срезанные края от бисквитов измельчаем в крошку. И обсыпаем крошкой края торта. Слегка посыпаем крошкой глазурь сверху по краю. При помощи кондитерского пакета и насадки отсаживаем из крема цветочки. В каждом цветочке делаем сердцевину в вишневом конфи. Торт готов, его можно подавать к столу. Советуем его приготовить. Я готовила этот торт на день рождения для Нины и назвала его в честь нее. Торт Нине и гостям понравился, надеюсь, он понравится и вам. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.